Второй сезон аниме «Реинкарнация безработного» расстроил много фанатов этого тайтла. Первый сезон был насыщенным на события, к тому же с достойной графикой, как в статичных сценах, так и в сценах боевых. Второй же плох во многих аспектах. Так что давайте сначала поговорим про все недостатки сезона, а потом про то, почему так получилось. И у меня есть в наличии информация, которая приоткроет завесу тайны над причиной падения качества, по крайней мере в плане рисовки. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю не только про Блич. И начнем мы с сюжета, только не того, который в аниме, а того, который рассказывается в оригинале. Кто скажет, что оригинал это манга, будет отправлен читать новеллу, которая и является оригиналом. Арка Магической Академии Ранноа, которой посвящен второй сезон, объективно самая слабая арка среди всех, рассказываемых во всех 24 томах. Сюжет практически не двигается, а нам показывают лишь повседневную жизнь молодого Рудиуса Грейрата и его попытки вернуть силы своему опавшему дружку между ног. Большинство персонажей предстают карикатурными. Тут у нас и парочка отпетых хулиганок, зверолюдок, и студенческий совет, сплошь и рядом голубых кровей, и пафосный гений, и свои местные извращенцы, и общий пофигизм преподавательского состава. Я сейчас описал стандартный набор аниме про школу. Все это, растянутое на несколько томов, не так захватывающе, как познавание мироустройства и основ магии, приключения на демоническом и не только континенте, и особенно встреча с Орстедом. После арки с университетом тоже будут очень крутые арки. Это и лабиринт, и борьба за трон, а уж арка дневника, вот уж что точно повергнет в шок всех тех, кто знакомится с безработным только посредством аниме. Просто те, кто читал Ранобэ, уже сидят на кухне, нервно куря в затяг. После дневника-то. Тут вы скажете: так почему бы тогда не выкинуть эту арку совсем? Или хотя бы не сжать ее с нескольких томов до, скажем, одного. Рифуджин Намаганоте, автор произведения, совсем другого мнения и в печатной версии даже добавил еще больше глав, где описал приключения Рудиуса с контрстрелой и попытку романа с Сарой. Все потому, что те, кто знакомится с произведением, не понимают его сути. Мушоку Тенсей — это не аниме-фэнтези и не сёнэн, а жизнеописание. Можно даже его назвать сагой, учитывая возможное литературное продолжение. А жизнеописание не может, да и не должно полностью состоять из острых моментов и поворотов сюжета. Но вообще, тема непонимания сути безработного достойна отдельного ролика, и если вам будет интересно, я могу это сделать, просто дайте знать в комментариях. Суммируя вышесказанное, хочу еще раз указать на то, что да, арка может быть слабой, скучной, затянутой, но в книге она была необходима. Теперь давайте поговорим, как студии Bint получилось адаптировать эту арку в аниме. Перенос сюжетов напрямую из книги всегда сложнее, чем переносить то же самое, только из манги. С реинкарнацией же все еще сложнее, ведь это по жанру еще и драма. Не в смысле, что все страдают, это обывательское мнение, а в смысле, что во главу угла ставятся эмоциональные переживания героев от окружающих их обстоятельств. Особенно в первых томах Ранобэ это отчетливо видно. Там 60% текста — это мысли бывшего безработного, попавшего в новый неведомый мир. И еще 30% это мысли других персонажей, которые глядят на эту же ситуацию, но с другого угла. Тут очень отдает классической японской литературой. Сразу вспоминается Кутагава Рюноске и его рассказ «В чаще», или, например, повесть об отплате за добро. Так, отставить японское литературоведение. О чем это я? Да, вспомните первый сезон. Мысли и переживаний Рудиуса, конечно, больше, чем в среднем аниме, но кратно меньше, чем в книгах. Кое-что заменено диалогами и визуальным повествованием, но еще больше просто вырезано, из-за чего персонаж кажется более пустым, чем он был в оригинале. Второй сезон аниме еще сильнее режет мысли главного героя. Например, вот так Рудиус переживает ситуацию с Сарой в аниме. А вот так он переживает эту же ситуацию в книге. Тебе не стоит столько пить. Отвянь и тащи сюда выпивку. Я огрызнулся в ответ, так что бармен просто пожал плечами и подал мне следующую бутылку.
Это, конечно, навевает воспоминания. Именно так все и было в моей прошлой жизни. Я бы набросился в гневе, а мои мама и папа, напуганные, делали то, что я просил. Прожив в этом мире столько лет и пройдя такой долгий путь, я снова повторяю историю. Черт! Я сделал еще один глоток. Согласитесь, такие самокопания очень очеловечивают главного героя. И это я привел лишь один пример, которых в аниме десятки. Понятное дело, о дословном переносе на экран и думать нечего. Но повальная вырезня таких моментов и позволяет людям в комментариях под сериями аниме писать, что Рудиус лишь тупой, имбанутый и отвратительный извращенец, а Мушоку отстойный сериал. Они даже наполовину правы. Но только наполовину. Что там происходит с остальными персонажами, и говорить нечего. Ведь их точку зрения в аниме и вовсе не показывают. Хотя эта арка, по задумке автора, нужна произведению для того, чтобы связать всех персонажей с Рудиусом. Да, все вот эти, казалось бы, статисты имеют очень сильное влияние для последующей истории Рудиуса. Но в аниме они именно что статисты, имена которых даже не хочется запоминать. Таким образом, второй сезон аниме выглядит как просто набор фактов. Вот Рудиус попал в академию, вот сразился с Фитцем, вот подхватил падающий Панцу и далее по списку. А из-за того, что арка не богата на события, то зрителю становится еще скучнее, чем если бы он читал книгу. Завершить часть про сюжет хотелось бы неправильной расстановкой акцентов, с которой есть проблемы и в первом сезоне, но во втором их куда больше. Я, конечно, понимаю, что арка про повседневную школьную жизнь, но у вас есть бой, который оказывает сильное влияние на линию повествования. Это дуэль с Бодигади и последующая их с Рудиусом дружба. И в аниме умудрились просрать эту важную веху. Просто чел каждый день разваливает королей демонов. Что тут удивительного? Но интересно не это, а то, что следом за дуэлью в книге Рудиус узнает, почему Бадди был настолько уверен в том, что будет невредим. Это называется боевой дух и является своего рода аурой, одновременно усиливающей и защищающей. Ей окутывают себя все бойцы ближнего боя. Король демонов даже дает пример, что его может ранить другой мечник атакой обязательно не ниже королевского уровня. При этом выясняется, что у Рудиуса боевого духа нет совсем, поэтому он и не мог стать мечником, а максимум только магом. Но в серии нам вместо этой нужной информации показывают момент, где Пурсена разрешает Рудиусу щупать дыньки Ринии. Приоритеты. И прежде чем мы перейдем к графике, я хочу поблагодарить своих подписчиков на Бусти за поддержку. Вы тоже можете к ним присоединиться и смотреть ролики раньше, чем на Ютубе. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Кстати, еще хочу поблагодарить донатеров, которые на аукционе выбрали эту тему для видео. Теперь продолжаем. Первый сезон реинкарнации имел хороший уровень прорисовки. Персонажи были нарисованы достойно, но лично меня всегда привлекали задники. Они нарисованы просто офигенно. Можно было даже стопать просмотр и их разглядывать. Настолько хорошо были прорисованы планы с полями вокруг деревеньки Буэна или городскими улочками Роа. Роа так вообще вызывает у меня лютую ностальгию и флешбеки по Новиграду. Заметно, что в каждый рисунок вложена душа. Да, мне не всегда нравилось сильное разделение на передний и задний планы. В некоторых моментах это прямо-таки бросалось в глаза. Например, вот тут вокруг персонажей излишне жирная обводка, которая вырывает их из общей композиции. Что лично мне напоминает рисовку некоторых эпизодов первого сезона «Хвоста феи», где тоже делали обводку персонажей не жалея. Второй сезон же упал в плане качества прорисовки задников. Магическая академия и городские застройки уже не настолько тщательно проработаны. Причем чем ближе к концу сезона, тем хуже. Внутреннее убранство академии так и вовсе на некоторых планах выглядит как рисунки очень наскоряк. Например, вот этот холл, который нам показывали не один раз. Возможно, нам пытались показать искривленное пространство, и поэтому стены почему-то нарисованы под неестественными углами. Но вообще это выглядит как неумелая попытка сделать, я даже не знаю что. Эффект рыбьего глаза?
Вот тут, например, еще один разговор идет на фоне городского пейзажа, и нам показывают криво нарисованных людей. Не просто схематичных, стоящих на заднем плане, а натурально криво нарисованных. Но тут вы скажете, ну нельзя графон оценивать по скриншотам. Может там инбитвинеры один кадр неудачно нарисовали. Да фиг там плавал. Здесь не просто один неудачный кадр, а целый проезд камеры, которая медленно движется несколько секунд. И я, как зритель, успеваю вдоволь насладиться вот этим. Кстати, про медленные проезды камеры. Во втором сезоне излишне много статичных планов. Их настолько перебор, что иногда кажется, что смотришь слайд-шоу с закадровыми голосами. Например, вот так выглядит разговор отца с сыном, Пола и Рудиуса Грейратов. Обратите внимание на небольшие движения персонажей во время диалога. Даже в медленной, небоевой сцене что-то да происходит. Да, до динамики диалогов Ликорис Рекойла не дотягивает. Но все же. А теперь сравните, как выглядит диалог повзрослевшего Рудиуса с королем демонов Бодигади из второго сезона. Это буквально статичный кадр, зацикленное почесывание, статичный кадр. Я честно не понимаю, как люди могут после этого говорить, что второй сезон хороший в плане визуала. Во время дуэли против Бодигади на стриме я просто орал в голос. В каком стриме? Да таком. В описании можете найти ссылку на Twitch, где каждый понедельник и четверг в 19:00 я смотрю разные аниме со зрителями. Заходи, кстати. Так, дуэль, значит. Это одно из немногих сражений в этом сезоне. Ну, студии надо же было приложить усилия для создания мощного эффекта победы над таким соперником. Но что это, за дым от попадания? Буквально 3 слоя плоских цветов без разлета осколков каменной пули, ошметков плоти, да хоть каких-нибудь частиц, а потом снова статика. Я, конечно, не прошу делать что-то на уровне боя с Орстедом, но это уже совсем халтура. И я даже уж не говорю о том, что в книге этот момент описывался куда эпичнее и без цензуры. Отдачи не было. Не знаю почему, но ничего такого не возникает при применении магии. Однако, как и должно быть, сама пуля оказала воздействие. С громким звуком она врезалась в стоящего во весь рост Бодигади. Его торс буквально разорвало на множество мелких ошметков, которые разбросало по округе. Все 6 его рук разлетелись в разные стороны, и даже нижнюю часть тела отбросило назад с такой силой, что она пролетела несколько десятков метров, прежде чем упасть на землю. Теперь понимаете мое глубочайшее разочарование в этом сезоне? Вместо одного из самых ярких моментов этого тома мы получили трехцветный плоский дым. Ну ладно, вы же сюда пришли узнать, что за инсайды я накопал. Давайте перейдем к ним. Мои инсайды состоят из 2 источников. Первый — это сообщение парня с английского дискорда реинкарнации после его интервью с одним из самых сильных аниматоров Мушоки Кьюкавой. А второй — это уже известный вам Евакой, который не только показал мне этот скриншот, но и поделился дополнительной информацией в разговоре. Сам он также участвовал в работе над реинкарнацией, а послушать полноценное интервью с ним можно по подсказке справа сверху. Причин такого сильного даунгрейда графики во втором сезоне сразу 3, и все они наложились друг на друга. Первая причина достаточно широко известна. Манабу Акамото, главный режиссер первого сезона «Безработного», ушел в студию C-Games Pictures поработать над идолмастером Ю-149. Туда же ушел и целый ряд опытных аниматоров первого сезона. Причина же до банальности проста. Разжиревшая на донатах с мобилок контора могла позволить себе кидать деньги в аниматоров, платя им за сцену в 10 раз больше. Таким образом, в кресло главного режиссера сел главный ассистент Акамото по первому сезону, Хироки Хирана. Человек тоже очень любящий реинкарнацию. Тем не менее, общий уровень людей на производстве просел, и вместо скилловых и горящих проектом людей пришли те, для которых это просто еще одно аниме. Затем, для работы над нулевой серией второго сезона приглашают одного очень известного и опытного режиссера. Этот режиссер эпизода, по-японски эншутсу, был очень консервативен и настаивал на использовании стиля... Вот он на экране, называется. А начинать серию должно было грандиозное падение Сильфи,
Однако за непосредственную анимацию этого момента отвечал Кьюкава, который всегда рисовал и выступал за более реалистичный стиль. Он нам подарил 2 отличные боевые сцены в первом сезоне, так что можете сами убедиться, чел умеет. Так вот, каждый вариант анимации Кьюкавы Эншуцу отвергал и перерисовывал в куда более простой и детский стиль. Начался конфликт, который продлился целых 3 месяца. А как вы знаете, японское аниме производится лесенкой. То есть, в принципе, не может быть ситуации, когда первая серия готова, при этом еще не готова нулевая. Таким образом, производство всего сериала затормозилось минимум на 3 месяца. Не надо думать, что там все просто сидели на попе ровно, какая-то работа шла, но тем не менее. Итогом конфликта стало увольнение того опытного режиссера, что, по словам Евакои, вообще из ряда вон выходящее событие. Кроме того, он даже убран из титров. Мы не знаем, как его зовут. Именно поэтому я его называю просто по должности. Напоследок, Кьюкава попытался оттенить уже готовую анимацию падения Сильфи на кабана и еще сам сверх своей работы дорисовал анимацию лепестков, которые вообще могли быть не анимированы. Если вы думаете, что это все траблы безработного, то вы глубоко ошибаетесь. Третьей проблемой стали дизайны персонажей. Новый дизайнер персонажей явно не справлялся со своей работой. И вместо хороших, чистых рисунков, которым должны следовать аниматоры, выдал черновые работы низкого качества. Показывать их в ролике нельзя, но вы можете поверить на слово. Таким образом, аниматорам приходилось рисовать либо по референсам с первого сезона, либо по наитию, либо вообще абы как. Ну, вы сами видите на картинке, как оно получилось в итоге в серии. И вот этот весь балаган с дизайнами длился, внимание, 6 месяцев, пока не пригласили уже другого человека, режиссера анимации первого сезона, и он поправил дизайны до нормального качества. Вот вам, собственно, и ответ на то, почему случился такой провал по визуалу. Как видите, над аниме работают такие же обычные люди, которые делают как умеют, для которых это только работа, и которым иногда просто пофиг. А страдает, как обычно, рядовой зритель. Напоследок, вы, скорее всего, спросите меня: Стил, а ждать ли нам свет в конце тоннеля для второй части второго сезона? И я даже не знаю, что вам ответить. Манабу Акамото вроде как освободился от Идолмастера, но вернется ли он обратно — вопрос. То же самое и с обычными аниматорами, ушедшими вслед за ним. Работа над первыми сериями второй части уже давно ведется, но предпродакшн и, следовательно, частично дизайны такие же, как и в первой части, так что кривые лица могут вернуться. В целом, будущее реинкарнации безработного туманно, но мы с вами будем надеяться на лучшее. Все же нас вместе с Рудиусом ждет впереди еще столько интересных событий. А на сегодня все, всем удачи и всем пока.